препарат Поставит. Есть синдром, но не заболевание. Чем отличается синдром от заболевания? Считается, что синдром — это временное появление каких-либо отклонений от нормы, а заболевание — это стабильное хроническое течение определенного заболевания. Вот есть такой синдром, который называют вегетососудистый. С чем это связано? Наши сосуды, они имеют некую реакцию на окружающий мир и реакцию на нейрогоморальную систему. Эта реакция, она может идти по принципу вазодилатации и вазоконстрикции. Вазодилатация — это расширение сосудов, вазоконстрикции — сжатие. И часто бывает так, что у человека на фоне стрессовой ситуации, невроза, происходит сильнейшее сжатие, неконтролируемое сжатие сосудов. Это и называется заболеванием вегетососудистой дистонии. Может это происходить по на самом деле неизведанным причинам. На сегодняшний день гипотезов, почему возникает вегетососудистые дистонии у человека, их бесчисленное множество. Это гормональная гипотеза, аммиачная гипотеза, это нейрогуморальная гипотеза, эндокринологические изменения, гормональные и так далее. То есть это могут быть связано и с нейрогуморальное проявление, гуморально-нейроническое, наверное, не знаю как сказать. Это может быть проявлением невротическим и так далее. Одним словом, мигрени, паническая атака внезапная, как оно проявляется. Все хорошо у человека, а потом внезапно страх, что-то должно случиться. Может быть вспотевание, может там еще что-то быть. Без развития, наверное, генеративного, такого генерализированного приступа. То есть пока еще вот в такой форме. И тут хочется задать такой вопрос: можно ли человеку каким-либо образом в этом помочь? Я это наблюдаю часто. То есть я иногда наблюдаю, как, допустим, молодые ребята или молодые девушки во время разговора со мной, как с врачом, у них вдруг в какой-то момент внезапно расширяются или сжимаются зрачки. Это говорит о том, что произошел приступ вегетососудистой дистонии. И это очень часто реакция на что-то, что происходит там, на голод, высокую глюкозу, низкую, гормоны и так далее. И, конечно, это приносит им просто всевозможные страдания, не могут контролировать вот такие приступы. У многих людей это завершается генерализированными приступами, в дальнейшем переходя уже не в синдром, а в сами заболевания, биполярное заболевание, маниакально-депрессивного психоза, может быть даже переходя в дальнейшем к появлению заболеваний обсессии или там компульсивных и так далее. Там возможно еще развитие дополнительных синдромов. Сейчас не об этом. И чем можно в этом случае помочь такому человеку? Я рекомендую использовать мой препарат, который я разработал с одной вот такой задачей: устранить вот такие вегетососудистые дистонии. Данный препарат называется у нас Дитарекс. Легче всего его принимать совместно с препаратом Поставит. Дитарекс и Поставит по одной таблетке одного и другого препарата 2 раза в день. Вот такие сменные настроения, вегетососудистые дистонии, расширились зрачки, перевозбуждение, невозможно успокоиться. Это все устраняется 2 этими препаратами. Если ребенок не хочет пить таблетки, то можно ребенку давать данные препараты в виде чая. Хотя бы Дитарекс. Это действительно устраняет вегетососудистую дистонию. Как правило, которая в дальнейшем переходит в мигрени. Вот если принимать Дитарекс хотя бы 1-2 месяца в виде чая, то в дальнейшем мигрени исчезают, и человек хорошо начинает себя чувствовать.